Всем привет! В этом видео я хочу вам показать, какое качество дорог в Польше. Покажу вам дороги именно в деревнях, в окраине Вроцлава, на обходной по трассе и в самом Вроцлаве. Милана сегодня как помощник будет помогать мне, оператор, снимать, поэтому погнали! Solamente para el sexo, yeah, lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. Ну что, мы выехали из дома, едем сейчас по Кельчеву. Обратите внимание на дорогу в нашей деревне. Кельчев — это деревня в пригороде Вроцлава. Мы уже как 2 недели переехали сюда жить из Вроцлава. Нам пока все очень нравится, все устраивает. Сегодня погода замечательная, поэтому хорошая погода для того, чтобы снять такое видео. Смотрите, люки идут по моей полосе посередине, да, с левой стороны по встречке люков нет. Вот это немножко неудобно, но если колесом наехать на люк, оно как бы не сильно чувствуется, но все равно машину немножко трясет. Мы сейчас едем с Миланкой в соседнюю деревню, то есть это дорога из деревни в деревню, так сказать. Едем заодно, заедем, нам там надо в магазин. Вот, поэтому решила показать вам и дорогу, и трафик на дороге. С разметкой все в порядке. Где-то, конечно, не мешало бы уже ее подкрасить, обновить, но в принципе окей. Нам ехать еще 5 минут, потом мы поедем во Вроцлав и покажу вам дороги во Вроцлаве. Покажу вам дорогу во Вроцлаве, именно мы поедем через центр города и потом поедем через объездную по трассе, чтобы сравнить заодно, и вы увидите и какие дороги в городе, и какие дороги в деревне, и какие дороги на трассе. Мне кажется, для деревни эта дорога очень даже ничего. Не во всех деревнях такие дороги есть хорошие. У нас в деревне вот даже автобусы, видите, ездят. Здесь остановка конечная. Едут они во Вроцлав. Y empieza el flow, esta es la nueva era, pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción, no tabaco y ron. Y empieza el flow, esta es la nueva era, pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción, no tabaco y ron. Вот здесь вот видите, немножко такая залатанная дорога, но едешь, не сильно, в принципе, ощущается. Много латок здесь. Мы сейчас будем выезжать к объездной дороге. Я себе сделала, кстати, дома кофе, потому что дома не успела попить, взяла с собой в дорогу. Прямо в стакане. Очень удобно. Все, мы выехали с Кельчева. 372-я дорога вроде бы это. Она идет в сторону Ополи, Щехницы. Такая объездная дорога. То есть во Вроцлав можно попасть более короткой дорогой по километражу. Но там дорога похуже будет, потом вы увидите. И, конечно же, возможно, будут пробки. Но сегодня такой день, что, может, пробок не будет. Просто объездная дорога по километрам, получается, больше выходит, но зато ты едешь по ровной дороге с большой скоростью и не стоишь в пробках. Очень удобно. Здесь можно ехать пока что 90 километров. Здесь у нас что слева, что справа, везде кукурузные поля, растет кукуруза. Здесь дорога с одной полосой, местами нельзя обгонять,
можно обгонять. Там дальше будет дорога, по-моему, с 2 полосами. Подъезжаем к кольцу. Вот показано, что прямо о поле ехать. А если здесь поехать на кольце направо, то мы снова попадем в Кельчев, в нашу деревню. Ну вот вы видите, дорога ровная, без ям, без латок, не залатанная. Едешь ровно, машину не трясет. Разметка качественная. Все очень сделано хорошо. Рядом, кстати, может видно велосипедная и пешеходная дорожка. Там ездят на велосипедах в основном, на роликах, на самокатах люди. В общем, занимаются спортом. Если нам надо во Вроцлав ехать, то мы чаще всего выбираем объездную дорогу, потому что через центр по километражу меньше, но больше потратишь нервов на это все. Con que picamos, solo pa' ti, babies, que gastamos, yeah. Tengo ese saco lleno de ramos, dime si quieres repetir. По этой объездной дороге вот можно ехать там примерно 90 км в час, но мы едем, получается, в сторону Кшиков, район во Вроцлаве, как бы снизу. То есть, если ехать по объездной дороге от нас, например, сверху Вроцлава, то там можно, по-моему, 120 километров ехать, и там больше полос уже на дороге. Но нам было неудобно туда ехать, вообще не в ту сторону, поэтому едем этой дорогой, заодно просто едем заправить машину с милашкой на самообслуживающей заправке. Esta es la nueva era, pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción. No tabaco y ron y empieza el flow. Esta es la nueva era, pero baila todo. Baila una de Maluma. Вот мы сейчас едем, нам осталось 11 минут. Вот центр Вроцлава. То есть мы едем не в самый центр, а как бы снизу, в том месте, где мы жили, та квартира. Мы сейчас заехали именно в черту Вроцлава из деревни Ивины. То есть здесь была такая деревня, мы ее проехали, небольшая, в пригороде, и заехали в черту Вроцлава. Вот дороги на окраине, можно сказать, Вроцлава, в черте города. Уже здесь все залатано, перелатано, люки, трещины. Ну, вы видите сами, что латки есть как новые, такие уже старые. Люки здесь поглубже находятся, вмятые в асфальт, что когда наезжаешь на них, то машину так нормально трясет. По сравнению с теми люками, которые в нашей деревне в Кельчеве, то там наезжаешь на люк и как бы практически ничего не чувствуешь. Поэтому, возможно, и видео мое будет трястись, все. Ну, как сказать, какие дороги, такое и видео, да, получается. Конечно же, такие дороги не во всем Вроцлаве. Есть и хорошие дороги во Вроцлаве, есть и еще даже хуже. Возможно, смогу вам все это показать чуть-чуть дальше. Вот смотрите, здесь, например, ровная уже дорога, уже нет таких латок. Видно, что свеже сделанная. То есть вот Вроцлав — это город контрастов. Хороших дорог с очень плохими и с очень старыми, например. Lo que sea contigo, aunque tú me solo como amigo, yeah, no solo quiero pa' eso.
разметка вообще уже постиралась. Просто некоторая прям полностью практически. Но дорога при этом здесь ровная. Нам осталось 3 минуты ехать до заправки как раз. Мы приехали. Часто здесь заправляемся. Это заправка Моя. Вот логотип заправки. И здесь такой автомат. Ты сам оплачиваешь все и сам заправляешь. То есть здесь не нужно идти куда-то и платить. У Влада просто есть какое-то приложение у этого Моя. И какие-то по выходным, пятница, суббота, воскресенье, скидки здесь идут на заправку. Поэтому мы часто по выходным сюда приезжаем, чтобы заправить полный бак. Proszę wybrać stanowisko. Stanowisko 4. Так, да. Код. Код. Сейчас его надо просканировать приложение. Сейчас я найду. Вот, получается, сканируется код. Здесь идет акция, получается 40 грошей на литр бензина. Пишем код. Окей. Все, мы пробили код. Здесь выбираем, насколько хотим пополнить. Ок, да? Да. Прошу чекать и карты оплачиваем. Все. Теперь Ждем. Милана вставляй туда эту штучку. Далей. Живем далей. Все, Милаш, давай. А какая? 95-й. Как она достается? Нажать нужно? Приподнять. Открутить надо там. Все, заправляем. Если бензин не поместится, например, в бак, да, так как у меня, например, там еще есть бензин, то деньги вернутся, остаток денег автоматически вернутся на карту назад. Очень такая выгодная заправка. Если нет акции, например, просто приехать не в выходной, а в будний день, то здесь и так бензин дешевле, чем все остальные. Сейчас, кстати, покажу цену. Вот, видите, получается, 95-м мы заправляем 5,64 злотых цена за литр. И получается, по коду здесь по скидке выходит 33 гроши на литре. Скидка сейчас нам пробилась. Почему-то код наш не пробивался, и здесь русскоговорящий мужчина заправлялся и сказал мне свой код, типа какой код сейчас действует. Я пробила, так что 33 гроши на литре скидка. Вот смотрите, мы, получается, как бы оплатили на 350 злотых, но у нас полный бак вот вышел на 270 злотых, так как у меня уже там был бензин, бак был не пустой. Это получается 50 литров. Все, и больше ничего делать не надо, просто уезжаем, а деньги сейчас буквально минута-вторая, и они вернутся на карту, остаток денег. То есть мы на 350 оплатили, на 270 заправили, то есть 80 злотых сейчас вернется назад нам. Ну что, мы уже заправились, едем сейчас на мойку, помоем машину. Мойка самообслуживания. Поснимаю вам. И вот, смотрите, это уже прям Вроцлав. Не центр прямо города, но это город. Это не окраина. Можете обратить внимание на дороги. Во Вроцлаве ездят трамваи, и трамвайные пути во Вроцлаве практически везде они разбиты. Это очень, конечно, жаль и печально. Даже здесь, посмотрите, машины едут по ровной дороге, а у трамвая залатанная дорога, ямы. Поэтому, конечно, ну, трамваю-то ездить не мешает, поэтому, видно, и не делают дорогу там. В центре Вроцлава в основном дорога из брусчатки. Такая старая еще, со старых времен. Ее переделывать точно не будут, потому что она сохраняет вот эту историческую культуру. Вот, но, конечно, машиной ездить по такой дороге совсем неудобно. Вот, смотрите, во Вроцлаве часто приходится ездить по трамвайным путям. Вот, видите, какая она выложена из такой брусчатки. Но
немножко для машины это не очень удобно. Поэтому машины во Вроцлаве часто ломаются. И очень много СТО, чтобы потом эти машины чинить. То есть здесь, видите, нет никакой разметки, просто трамвайные пути и просто дорога. И вся побитая, разбитая. И ты сам определяя разметку. Это, конечно, не очень удобно. Я такое не люблю. Конечно, но мы уже привыкли к такой дороге. Поэтому это еще один плюс жить за чертой Вроцлава, за городом, где дороги ровные, и тебе не приходится каждый день ездить по вот этим ямам. Hacen bulla porque tú haces bulla y nos toca mi casa porque no pueden la suya. Baby, esa cama está mojada de esa lluvia. Le meto al only pero estudia. Baby, me lo vacilo, perremos esta canción que tengo una once, buen sexo y reggaeton. Сейчас мы проезжаем ЖД вокзал Вроцлава. Это прямо центр города. Самое такое оживленное место, людное. И где пробки. Без пробок здесь бывает очень редко. Вообще Вроцлав это город пробок. Мне кажется, вот здесь не хватает как-то, не знаю, улучшить вот эту инфраструктуру, но, скорее всего, здесь ничего не поделаешь. Метро здесь не поставишь, не установишь, да, и не построишь, потому что Вроцлав, город находится на воде, поэтому справляемся как есть. Привыкаем к тому, что нам дается. Con otro solo que no hacía lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo, yeah. No solo quiero pa' eso, yeah. No solamente pa' el sexo, yeah. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo, yeah. Estoy loco de tus besos, yeah. Baby, por ti es que rezo, yeah. No sé si soy invisible, pero bebé, si quiero decirte que nadie te tratará como yo, que él al final son como todos, y ahí te tiene como yo, lana sube la navaja, él es la navaja, no te aporta nada, mami, es que no me encaja. Так, приехали мы на мойку, здесь минута стоит 2 злотых, хорошие отзывы. Давай 10. Proszę użyć Вот kartę. и так. Autoryzacja, proszę. Проще чекать. Берем пену и моем. Si vamos a ver ese frío que terminamos en el motel, porque calentura la de aquella noche, seamos sorneros y que no nos cachen, lo volvemos a hacer nuevamente. Ese frío que si lo prendemos 12. Милашка мне помогает. Надо быстренько, быстренько, время идет. Давай, давай, давай. Все, мы помыли машину, я вся мокрая. Просто такая физическая активность, как будто в тренажерный зал сходила. Все, мы едем домой. Нам через 28-27 минут мы уже будем дома. Покажу вам заодно дорогу по пути домой. Ну что, мы едем домой через центр города. Посмотрим заодно немножко центр. Я даже немного отвыкла уже от центра города, от этих дорог. Как-то непривычно даже ездить уже. Как-то так все время настороже, все время нужно быть очень внимательным на дороге, чтобы тебя никто не подрезал, потому что бывает во Вроцлаве подрезать любят. Плюс трамваи еще. Ну, в общем, нужно быть вдвойне внимательным, чем когда ты ездишь, например, в какой-то деревне, конечно же. Ella baila pero no dice nada, su booty lo expresaba con perreíto y con dembow. Sabe bien que ha sido la estrella dándole al reggaetón, ton, ton, ya. Y empieza el flow, esta es la nueva era pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción, no tabaco y ron. Y empieza el flow.
cualquier canción, no tabaco y ron, ron, ron. Quiere más de lo que vamos a hacer en París, la Julia. Baila un poquito más, acércate a mí, mamá. Que vamos a hacerlo una vez más. Yeah. El que más ladra come hueso, el que a ti te baila sabe eso. Y nos ponemos bien traviesos, esos son efectos del proceso. Solo con esa mirada sé lo que quieres. Se ven muy educaditas y sus deberes. Siempre ha sido la envidia de las mujeres por toda esa belleza y cómo se mueve. Sabes como tú me dejas después del party, en ti pensando. Cuando tú te sientes sola como una loca, ni me llamas. Qué casualidad que pienses en lo mismo que yo estoy pensando. Escondernos en la playa jugando a solas de madrugada. Ella quiere más de lo que vamos a hacer en París, la Julia. Baila un poquito más, acércate a mí, mamá. Que vamos a hacerlo una vez más. Ella es una... Вот смотрите, нам ехать 12 минут до дома. Здесь, видите, уже дорога с 3 полосами, но частями она как бы такая ровная, в принципе, но есть такие волны, как бугры. Вот там мы проехали уже, не успела заснять. Там, конечно, не очень удобно ездить. Есть латки, тоже все равно встречаются. Разметка уже тоже практически стирается местами, уже полностью стерлась. Но так, в принципе, вот по средней полосе, если ехать, это нормально. Если ехать по правой полосе, там больше латок встречается. И машину трясет. Видите, вот по правой полосе латки. На люки желательно не попадать, потому что люки здесь так утоплены, что сразу бьет машину. Вот Кельчевский показывает наша дорога на Кельчев. Вот, видите, знак. Так, нам надо в эту полосу. Кельчев слева, нам надо влево встать. Кельчев, знак. Так. И здесь прямо 5,5 километров. Начинаются латки залатанной дороги. Тряска. Божечки, посмотрите, просто как эта дорога, как далматинец, просто вся пятнами покрыта этими заделанными дырами. О, вот здесь уже, видно, сделали получше. Могли бы уже, конечно, всю дорогу сделать, а не кусок, но и так хорошо. И снова начинается старая дорога с латками. Видите, такие бугры, что машину качают из стороны в сторону. Мы когда только во Вроцлав переехали из Беларуси жить, мы сначала так аккуратно и медленно ездили по этим ямкам, потому что для нас все это было непривычно. И боялись машину как бы, ну, не разбить, а, не знаю, в какое-то состояние нехорошее привести. Поэтому очень прямо аккуратно ездили. Сейчас уже 4 года мы в Польше. И, конечно, Влад по некоторым дорогам, где брусчатка, например, такая, камни вот эти, старые дороги, он прямо может, как ехал 60, ну окей, не 60, плюс там 40-50 километров в час, так и едет, даже не тормозит. Уже как бы в норму вошло. То есть здесь, в принципе, так ездят все поляки, то есть они уже привыкли к таким дорогам. Rico que picamos, solo
pa' ti, baby, es que gastamos. Скажите, кто из вас живет во Вроцлаве? Как у вас обстоят дела с дорогами? Как в ваших городах или поселках качество дорог какое? Хорошее или вас тоже оно там, например, не устраивает? Нас, в принципе, все устраивает. Вот мы сейчас за город уехали, за черту Вроцлава живем. Здесь вообще все супер, нас все устраивает. Интересно почитать ваше мнение в комментариях, так что пишите комментарии, пообсуждаем, в каком городе в Польше дороги хуже всего и лучше всего. Ну что, мы уже приехали домой. Надеюсь, вам видео понравилось. Как вам дороги в Польше? Возможно, в других городах все по-другому. Буду ждать под видео ваши комментарии. Если вы живете в Польше, интересно будет почитать, как у вас обстоят дела с дорогами. А я буду с вами прощаться. До новых встреч. Всем пока-пока.